Проверяю, устраивается. Привет. Так, это не трогай. И я тебя люблю. Семочка, иди ко мне. Трогаем. Вот Ричи лежит, тихонечко греется на солнышке. Ты ложись тихонько. Ой. Все, лежать. И... Молодец. И слушай. Умница. Добрый день, друзья. Мои новые орхидеи. Купила в Леруа Мерлен, улица Доватора, Ростов-на-Дону. Ссылку на обзор оставлю в правом верхнем углу экрана. Поставка была небольшая, но интересная. И, конечно, самая интересная и самая красивая орхидея это была Tinkerbell Kiss. У меня есть такая орхидея, но вот как-то я не удержалась. Смотрите, у нее еще есть бутончики, которые обязательно распустятся. Раньше была такая поговорка: каменная роза, еще одна, каменных роз много не бывает. Но у меня их было две, и одну из них я подарила. Но подарила уже в тот момент, когда она у меня процвела второй раз. Ну, может быть, и с этой орхидеей точно так же получится, когда я была полностью уверена, что она здорова. Может быть, и такую орхидею я когда-нибудь подарю своим подписчикам. Кстати, на первой орхидее растет детка, и я ее не раз показывала. Это поставка от Ростка. Это не производитель, это поставщик. И эти две орхидеи, вот вторая, этой, к сожалению, названия я не знаю, тоже поставщик Росток. Посмотрите, две орхидеи, вот, кажется, в идеальном состоянии. Листья, тургор, чистенькие. Но единственное, что мне всегда не очень нравится, это грунт, в который посажены орхидеи от этого поставщика. Но это не поставщик виноват, это, конечно, садовник так делает. Грунт – это всегда торф плюс кокосовое волокно, то есть очень влагоемкий грунт. И когда покупаю орхидеи в таком грунте, приходится долго просушивать. Чаще всего покупаю с мокрым влажным грунтом, здесь это видно, и кажется, что корни какие-то не такие. Вот, может быть, эти корни погибнут. Все может быть. Так что после покупки обязательно такой влагоемкий грунт нужно просушить. Тогда будет понятно, что там с корнями. Сейчас осень, скоро зима. И я вам просто хочу напомнить, что когда мы покупаем орхидеи в холодное время года, мы покупаем их в таких пакетах. Я не люблю шуршать этой упаковкой на камеру, поэтому я их снимаю и показываю вам орхидеи через день-два после покупки. Но вот этот пакет, особенно когда вы покупаете орхидеи поздней осенью, зимой и даже ранней весной, а на улице прохладно, даже может быть минусовая температура, конечно, везти из магазина нужно их упаковать хорошо, чтобы они не замерзли. Но когда вы привезли орхидею домой из большой упаковки, конечно, нужно распаковать орхидею, а вот эту оставить. И оставить на сутки, не более. Для чего мы это делаем? Как бы вы ни хотели, все равно прохладно. И я, когда приобрела эти орхидеи, даже в магазине, и горшки были холодные. Машины, в которых везут орхидеи, тоже не отапливаются. И там нет плюс 25 градусов, чтобы орхидеи было комфортно. Во-первых, там темно, во-вторых, там прохладно. Я прямо взяла листик орхидеи, а он холодный, горшок холодный. И не снимаем упаковку сутки для того, чтобы выровнять температуру в пакете
и листики нагрелись, горшок нагрелся. Пришли к той температуре, которая у вас в помещении. И тогда спокойно снимаем пакет. Но не надо держать в пакете 2 недели. Ну, я и такие примеры знаю. 2 недели держат орхидею в пакете. Горшок влажный. Для того, чтобы он просыхал, пакет нужно обязательно снимать. Не у всех температура в помещениях 25-27 градусов зимой. Бывает и от 19 до 23. И в этом случае обязательно нужно снять пакет и дать возможность просыхать грунту. Так, с пакетом закончили, отдаем пакет Семе. Ну, то, что нужно поставить орхидеи на карантин для того, чтобы выявить, есть ли вредители или нет. У кого-то есть место для этого карантина, у кого-то нет. У кого-то всего один подоконник, можно с одной стороны поставить новые орхидеи, с другой оставить уже домашние орхидеи. Не у всех есть такая возможность. И когда нет такой возможности, да даже всегда, чтобы протереть пыль с листиков, какая-то грязь при перевозке, мало ли какие там вредители могут быть, могут не быть, не факт. Нужно всегда протереть листики зеленым мылом. Об этом я очень часто и подробно рассказываю, поэтому ссылка будет в правом верхнем углу экрана. Но вот тот вопрос, который вы чаще всего озвучиваете в комментариях, новая орхидея, как избавить ее сразу от всех вредителей, вот видимых, невидимых, ну на всякий случай, потому что страшно, действительно некуда поставить орхидею. И страшно, что эта орхидея сейчас заразит какими-то вредителями мои домашние орхидеи, которые здоровые, на них вредителей никаких нет. И самый популярный в интернете ответ – обработайте орхидеи Актарой. Посмотрите, какую я интересную Актару купила. Она без голограммы, но это очень маленький пакетик. Здесь всего 1,2 грамма. Но я ей уже пользовалась. Это настоящая Актара. Мне на просвет ее сейчас видно. Она мелкая, ну, гранулки как сахар, даже меньше, коричневые. При разведении этой Актары раствор коричневый и небольшой осадок, вода мутная. Это настоящая Актара, даже без голограммы. Ну вот есть такая сейчас у нас. Правда, я ее нашла всего в одном магазине, но очень удобная расфасовка. Так вот, от каких же вредителей обработать нужно орхидею Актарой? Это те вредители, которые вы сможете заметить. То есть это может быть щитовка, трипс, мучнистый червец, тля. Вот для этих вредителей Актара подходит. Нет, дорогой, тебе нельзя это трогать. А самый, ну, для меня злостный вредитель – это клещ. И вот он невооруженным глазом не видим. И я бы посоветовала обработать орхидеи от клеща. Это не Актара. Актара к клещу никакого отношения не имеет. Актара – системный препарат, и можно напоить корни. Актара распределится по всем клеточкам растения, но она не убьет клеща. Это бесполезно. Для этого нужны акарициды, то есть препараты для паукообразных. Клещ относится к паукообразным. А вот так, посмотрев на орхидейку, вы клеща не увидите. Но есть много препаратов от клеща. Я показывала обзор новых препаратов от клеща, от вредителей. Тоже оставлю ссылку на это видео. Но сейчас покажу несколько препаратов, которыми я пользуюсь. И даже видно, что я пользуюсь, потому что биокил открыт, перелит в шприц. И если мне надо, я им пользуюсь. Сёма, нельзя. Биокил, Амайт, Аберон Рапид, Санмайт. И еще один новый препарат Матрин Био. Написано от клещей и других вредителей. Таких препаратов, которые убивают и трипса, и клеща, их крайне мало. Вот можете приобрести вот такой препарат и опрыскать орхидею. Иногда просто страшно. А вдруг там что-то есть, и сейчас это распространится на всю коллекцию.
Например, Матрин Био и Биокил. На упаковке написано, что борется и с клещом, и с трипсом. Вот мне кажется, что это самые главные вредители, от которых можно опрыскать орхидеи. Мучнистого червеца вы всегда увидите щитовку, и тогда применяем Актару. Но не просто так, не на всякий случай. А когда увидели вредителя. И еще один немаловажный фактор. После покупки растет новый листик, он темный. Вот купили, прошло там 2 месяца, начал вырастать новый листик, он очень темный. Пигментация это или же это фузариоз. Вот видите, даже здесь есть темный листик. Вот вся часть темная. Посмотрите, какого цвета цветонос внизу. И это не имеет отношения к фузариозу. Цветы темные. И это пигментация. Не бойтесь, это не страшно. Вот такие полоски бывают на новых листьях. Кстати, и у этой орхидеи цветонос внизу такого же темного цвета. Не все так страшно, как кажется. Понаблюдаем за этими орхидеями. Если что-то пойдет не так, обязательно расскажу. Но надеюсь на лучшее. Потому что Tinkerbell Kiss, первая орхидея, меня очень радует. Она очень активная, хорошо цветет, хорошо растет. Даже дала детку. Надеюсь, что это будет такая же здоровая орхидея. Ну а за этой орхидеей буду наблюдать. И надеюсь, что она тоже будет здорова. Ну, по крайней мере, мне этого очень хочется. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Семка.